Всем привет! Haval H6 третьего поколения. Минус основной. Проехал я на нем 13157 сейчас, на данный момент, 1000 километров. И вот то, что за это время нарисовалось, нарисовывается оно прямо вот, когда ты автомобиль покупаешь, забираешь из салона. Это первое, что китайцы хотели улучшить, но получилось у них как всегда. Все-таки да, китайцам есть куда стремиться, есть с кого брать пример, есть учиться где. Передняя подвеска. На прошлом поколении передняя подвеска была как бы так, зажата, наверное, так сказать. Жесткая была, откровенно. Автомобиль чувствовал все неровности, наезжаясь на камешек, передавалось это тебе в салон. Подспускать колеса приходилось до самого минимального значения, до сработки датчиков. В этом автомобиле как бы уже этой проблемы нету, но нарисовалась другая проблема. Не отрегулированы передние стойки. По ровной дороге автомобиль чувствует себя идеально, едешь комфортно, нету уже рысканий по дороге, четко держит автомобиль дорогу, все. Но когда появляются волны, а если еще резкие перепады, наплывы на асфальте, например, когда автомобиль может и подпрыгнуть, то появляется вот эта вот раскачка, которая, лишняя. Я понимаю, там раз качнулось авто, вот, и остановилось хорошо. Но тут четко просматривается неправильная работа стоек. Или же регулировка неправильная, или же несоответствие жесткости пружин жесткостью самих гидравлических амортизаторов. Вот именно в этом вот проблема. Где-нибудь попадаешь на какую-то неровность, слышен звук. Колесо падает вниз и срабатывает стойка до разрыва. То есть, скорее всего, именно стойка стоит не в среднем значении, а где-то в верхнем. Когда минимальная неровность дороги вызывает именно вот этот, так сказать, разрыв стойки. До отбоя срабатывает. И появляется металлический неприятный звук. Некоторые пугаются. Понятно, новое авто как бы. А это его именно вот работа стоек данного автомобиля. Даже если вот ты в ходу быстро переедешь лежачий полицейский, хотя нет, лежачего полицейского мало, а нужно поймать авто именно на вот этой раскачке. И вы услышите этот звук. Многие слышат, отписываются в чате. Человек купил авто, не проехал и 1000 километров и замечает по неровной дороге вот эти вот моменты. Я уже в общем-то привык. Я не довожу до того, чтобы автомобиль прямо скакал по вот этим вот неровностям, если они есть. Притормаживаю, уменьшаю скорость. Все остальное в авто пока устраивает. Может какие-то мелочи, я не знаю. Пока я не могу себе этого вспомнить. Основной минус это вот работа. Некорректная работа стоек передней подвески. Все. Далее автомобиль комфортный, классный. Кстати, в Украине презентовали новый Haval Dargo. Он полностью на базе H6, платформа та же самая. Но мне интересно было проверить там, проблема есть такая или нет. Кто купил и смотрит меня, напишите в комментариях. По возможности хотелось бы также видеообзор сделать этого автомобиля, но пока возможности такой нету. Может, кто купил и может предоставить автомобиль для видеообзора, буду только рад. И напишите в комментариях, владельцы, кто уже проверял, работает ли так подвеска, вот как на H6 третьего поколения, именно на Haval Dargo. Подписывайтесь на Instagram, все полезные ссылки в описании, Telegram-канал, Telegram-чат по Haval мы обсуждаем. Флудилка также есть. Все ссылки оставляю в описании. Переходите, подписывайтесь. Всем удачи и до следующих видео.